Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о материальном достатке, как вы можете привлечь его в свою жизнь, какие ошибки вы совершаете и таким образом отталкиваете от себя деньги, денежного эгрегора и вообще энергию изобилия. Это видео достаточно интересно, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете финансового благополучия, достатка, изобилия. Пусть они также знают эту важную и ценную информацию. Итак, как мы уже сказали и анонсировали, мы поговорим о материальном достатке, о финансовом благополучии и поговорим о денежном эгрегоре, как он влияет на нас и как мы влияем вообще на всю ту ситуацию, которая происходит вокруг нас и связана с деньгами. Обращаю ваше внимание, прямо вот сразу запишите себе достаточно важную информацию. Деньги никогда не рекомендуется класть на любой стол. Ни на журнальный, ни на письменный, ни на обеденный. Помните, что каждая вещь в нашем доме и в нашей жизни имеет свое предназначение. И желательно не путать эти понятия, и важно соблюдать это все на практике. И понаблюдайте за тем, как деньги начнут прибывать в ваш кошелек. Обращаю ваше внимание, что вот в магазинах, в супермаркетах и имеются специальные подставки, как правило, это тарелки. И это подставки, так называемые, для расчета деньгами, которыми мы, к сожалению, в основном никогда не пользуемся. Поэтому всегда ложите деньги на прилавок, и таким образом вы соблюдаете очень важное правило. Кроме того, в помещении, если вы не находитесь в магазине, в супермаркете или где-либо в другом месте, всегда деньги нужно класть на стол, на диван. Передавайте деньги через конверт, книгу, но ни в коем случае не кладите деньги на стол. Также никогда не кладите на стол ключи от квартиры, от дома, от сейфа, а также никогда на стол не кладите шапки, кепки. Почему? Потому что когда вы кладете ключи от машины, то это чревато потерей автомобиля. Также происходит и ситуация с ключами от сейфа, которые лежат на столе, и они могут провоцировать наличие пустого сейфа. И сейф, как бы вы ни старались, всегда будет пуст, и из него будут уходить быстро деньги. Лучше всего для каждой вещички или предмета иметь всегда свое место. И это позволит правильно контролировать ситуацию вокруг нас. И также это знак уважения к вещам, который создаст канал между вами и вещами, а впоследствии и с нужными эгрегорами. Помните о том, что никогда не считайте деньги вечером, особенно после захода солнца, поскольку вам будет трудно удержать энергию между вами и деньгами. Возможно, вы ее не чувствуете, возможно, вы ее не осознаете, но она есть. Но просим вас обратить внимание на тот факт, что деньги, если считает кассир, например, в банке, вы должны понимать, что это не ваши деньги и не деньги кассира, это деньги банка, и это своеобразная выручка от продажи, и она не является как таковыми деньгами, потому что это выполняется определенная работа. И таким образом вы не имеете никакого отношения к подсчету таких денег именно вечером, например, в банке или в магазине или в супермаркете. Также никогда не выносите мусор из дома, поскольку вечером выносится вся энергия, наработанная на день в данном помещении.
Поэтому выносить мусор, вещи, подарки и вообще какие-либо предметы домашнего обихода вечером нельзя. И, конечно же, бывают ситуации, когда вы можете посовершать какие-то действия и, соответственно, выносить. Но для этого существуют определенные ритуалы, которые помогают не потерять то, что действительно было приобретено вами. И, конечно, вам всегда нужно думать перед тем, как вы совершаете что-либо. Вы должны с огромным вниманием относиться к движению ваших денег и тех денег, которые движутся мимо вас. И вот именно это ваше внимание принесет вам плоды, и вы со временем не пожалеете о потраченном времени. Помните о важном, о передаче денег из рук в руки. Это, наверное, один из самых важных правил в энергии денег. Удача уходит, когда деньги передаются непосредственно из рук в руки. Но исключение составляет тогда, когда вы работаете продавцом. И здесь уже возникает другая энергия. Здесь уже начинает работать эгрегор работы, который начинает вас защищать от потерь. Если вы хозяин предприятия, то получаете и когда принимаете деньги или документы в руки, то обязательно старайтесь не вручать в руки других людей. Для этого используйте стол, стул, книгу, все что угодно, но ни в коем случае не передавайте из рук в руки. Также положительное влияние на ваше финансовое благополучие будут оказывать деньги, которые вы будете получать от богатых людей или от предприятий, которые на данный момент в вашем регионе или в вашем городе считаются перспективными, к которым уважительно относятся. Также от бедных людей вы ничего не приобретаете, поскольку энергия денег в данном случае, она не перемещается к вам, а деньги в какой-то степени превращаются в простые бумажки. Что касательно подаяния бедным и неимущим, обращаем ваше внимание, что здесь энергия достаточно слабая, поскольку человек находится на другом уровне энергии. Возможно, вы это не воспринимаете, не понимаете, но ответная реакция эгрегора, она совсем другая. Когда вы передаете или подаете милостыню, принято женщина подавать именно серебряные монеты, именно цвета серебра, а мужчинам золотые. И важно подавать в тот момент, когда вы входите в храм. А когда вы выходите из храма, церкви, подавать не нужно, поскольку то, что вы приобретаете в храме, а выйдя из храма и подав, вы подаете, соответственно, то, что вы приобрели. Вы можете не верить в то, что есть определенные ритуалы, есть определенные практики, например, кто-то считает их темными какими-то суевериями, не от Бога и так далее. Но это все работает вне зависимости от того, принимаете вы эту информацию или нет. Поэтому постарайтесь все-таки следовать этим простым советам, рекомендациям. И у вас действительно начнут происходить изменения в лучшую сторону. Поэтому, пожалуйста, экспериментируйте и вырабатывайте, возможно, свои какие-то практики, потому что каждый из нас пришел к тому или иному через опыт, через знания. Поэтому пробуйте, не стесняйтесь, не бойтесь. Ну а мы всем желаем финансового изобилия, благополучия и достатка.